Всем привет, друзья! С вами снова я, Макс, и сегодня на моем обзоре портативный LED проектор VWatch V10 Pro. Вот он продается вот в таком вот чемоданчике. Дошел он меня слегка пробитая коробка, но все осталось целое, потому что там достаточно толстый пенопласт. Выглядит эта штука вот таким вот образом. Вы посмотрите на размер, да, по сравнению, допустим, с моим телефоном. Я не говорю, что он там супер маленький, это не ультракомпактный проектор, которые бывают, да, которые вы видели, они размером там жесткий диск. Но это, я думаю, самый бюджетный проектор, который был на моем обзоре. На данный момент цена данного проектора в районе $100. Вот сейчас я посмотрю на AliExpress. На AliExpress он стоит 8000, и в день 11.11, вот в день распродаж на AliExpress, они пишут, что цена будет 6644 рубля. То есть за 6644 рубля вы сможете получить проектор 150 ANSI люмен яркости, 1080p нативное разрешение, то есть оригинальное, и оно действительно такое. Я проверял уже и на PlayStation, и проверял на компьютере, то есть я подключал его и туда, и компьютер его определяет как 1080 60 Гц, и, соответственно, PlayStation. Информация о выводе. Итак, видите, он его находит как 1920 на 1080 60 Гц. Так, надеюсь, вам нормально видно. И сам проектор показывает, что сигнал идет 1080 60 Гц. Находит он его, так, масштаб 150. Рекомендуемое 1920 на 1080 моментально. Наверное, для меня будет сложно сделать данный обзор, потому что последний проектор, который у меня был, стоит как минимум в 15 раз дороже, чем данный. И экран, которым я смотрел тот проектор, стоил, наверное, раз в 10 дороже, чем данный проектор. Мне прислали экран из того же самого магазина. Он стоит что-то в районе 2000 рублей, даже меньше. 1500, по-моему. Это материал такой. Давайте я вам сразу покажу, на чем я его тестировал. Смотрим. Друзья, сейчас немножко отойдем от темы проектора. Я хотел вам показать экран. Сейчас на меня направлен весь свет. Да, вот он стоит где-то в 1,5 метрах от экрана. Вот он показывает изображение. Смотрите, что с экраном я хотел показать. Это очень мягкий материал, полупрозрачный. Натягивается он вот здесь вот у него дырка, здесь дырка. В общем, раз, два, три, четыре, пять, 6 дырок. Растягивается он на стене, на любой поверхности. Причем практически, ну вот видите, да, складка идет. Я не знаю, видно вам или нет. Здесь складка небольшая идет. Но по сути, когда ты смотришь, это незаметно. Я не могу сказать, что это хороший, шикарный экран, естественно, но если вот таким вот образом его растянуть, я не знаю, где-то на загородном доме, на улице, вечером, либо в детской комнате, еще что-то, то есть он практически его снял, он у меня сейчас на прищепках, там идут специальные крепления, но это не важно. И меня спрашивали, как я вообще вешаю, вот у меня какие-то стойки были от фона. Я просто поставил эти стойки и натянул вот на такие резинки с крючками. Все, по большому счету я его растянул за 2 минуты. Да, если я сейчас открою, у меня сзади окно находится. Если я сейчас открою окно, естественно, дневной свет, видно ничего не будет. Он практически прозрачный. Не знаю, вот видно, не видно. У меня вот руку видно. То есть, да, он такой материальчик приятный. Но, честно вам скажу, вполне смотрибельно. Итак, с экраном мы разобрались. Как вы понимаете, это не супер навороченный экран. Это даже, по сути, не экран, а тряпка. Но его действительно хватает для данного проектора. Итак, сейчас слева от меня вы видите, естественно, как всегда, все характеристики данного проектора, все размеры, вес. Весит он килограмм 100 грамм, что, ну, он действительно очень легенький. Давайте посмотрим, что идет в данной комплектации за 6644 рубля во время распродажи. Поехали! Естественно, идет вот такая вот инструкция. Причем инструкция идет на английском и португальском языке, что, на мой взгляд, весьма необычно. Здесь все понятно, так что я думаю, что каждый из вас разберется. Вообще, в принципе, ничего сложного с управлением нет. Хотел бы обратить ваше внимание вот на этот вот кусочек, да, LCD 1920 на 1080, и вот какие форматы он поддерживает. Надеюсь, вам видно, здесь огромное количество форматов написано. Вот таким вот образом выглядит инструкция. Дальше идет пульт управления. Тут тоже ничего сложного, я думаю, вы не найдете. Все на английском языке, все достаточно удобно. Единственное, что вот он что-то заляпывается. Я вот буквально только его вытащил. Вот эти резинки сразу
покрылись немножко пылью. Батарейки нет, но внутрь вот такие вот идут, то есть две мизинчиковые батарейки, так что имейте в виду, будете заказывать, обязательно покупайте заранее. Вот такой вот пультик. Стандартного размера HDMI кабель, HDMI в HDMI. Видимо, самый дешевый, судя по цвету коннекторов. Вот такое вот чудо идет. Это видео, левый и правый аудио, то есть это обычные подключения. Я не знаю, если у кого-то есть еще DVD-плеер или что-то в этом роде, можно подключить вот такими тюльпанами. Он идет тоже в комплекте. Хочу заметить, что сетевой провод уже идет наш, отечественный, то есть каких-то проблем нет. Но даже если вдруг вам придет не отечественный, можно будет купить, так как вход стандартный. По комплектации, как вы понимаете, больше ничего нету. Но она и так достаточно большая за данную сумму. Что касается проекционного расстояния, самое минимальное я, естественно, померил. Давайте посмотрим. Минимальное расстояние, при котором он фокусируется. Итак, тыкаю в экран. Метр. 1,02 м. Вот так вот. Смотрите, просто если я его подвигаю чуть ближе, начинается все размываться, да? Если я его отодвигаю, соответственно, вот. Вот так вот это выглядит на расстоянии метра при включенном освещении в комнате. Ну, при достаточно ярком, я бы сказал, освещении. А самое максимальное, которое я смог использовать, это было на 3 метрах. На мой взгляд, это порядка 80 дюймов. То есть чуть-чуть меньше, чем 100-дюймовый экран. Потому что у меня там с той стороны стена, по-другому я поставить, в общем, никак не мог. Этого размера вполне достаточно. То есть он реально его освещает в полной темноте. Как они пишут, что он должен работать от 40 дюймов до, соответственно, 200 дюймов. Да, его можно растянуть и на 300, и на 500 дюймов, только там ничего видно, естественно, не будет. Мне кажется, что вот 100-дюймовый экран для него прям идеальный вариант, но это на мой взгляд. По крайней мере, в детскую комнату взять куда-то с собой на природу, еще что-то, мне кажется, идеально. Давайте посмотрим, наверное, меню. Я его сейчас поставлю вот здесь вот поближе, чтобы оно было, так сказать, четче. Пройдемся по его меню, по его способностям. Поехали. Заходим в параметры. Первое, что у нас выскакивает, это подключение по Bluetooth. Нажимаем «Включить Bluetooth». Идет инициализация. Так, вот, нашел мои наушники, которые я подготовил. Теперь звук идет через них. То есть, соответственно, вы можете подключить любое устройство по Bluetooth без всяких проблем. Также оно и отключается. Нажали отключение Bluetooth, все. У вас звук перешел обратно на ваш проект. Дальше идем наверх. Это Wi-Fi. Можно посмотреть точки доступа. Соответственно, он сейчас найдет, что и здесь есть. И, естественно, подключиться к любой, которая вам нужна. Для чего нужно подключение? Я думаю, что, скорее всего, это для обновления и для работы через смартфон. Режим изображения у нас идет стандартный. Также у нас есть вариант динамический, есть незначительный, есть пользовательский. То есть вы можете все сами поменять. У меня стоял стандартный вот 50-50-50. Цветовая температура, то же самое у нас можно настроить по цветам, можно сделать прохладный, теплый и пользовательский. Подавление шума выключен, низкий, средний, высокий. Стояло по умолчанию среднее. Звуковой режим стандартный, можно бас еще поставить, фильм, музыка, спортивный, пользовательский. В общем, ничем не меняется, так как колонки здесь не ахти. Автоматическая громкость, что это за хрень, я так и не понял. На и выключенный. Но вот если на, это значит включен. Меню самого проектора. Итак, это язык экранного меню. Английский на самом деле самый нормальный, но есть русский, работает тоже, ну, более-менее. Восстановление на заводские настройки, режим проекции, передний, сзади на столе, спереди на потолке, сзади на потолке. В общем, можете выбрать, как вам удобно. Обновление программного обеспечения. Видите, он ищет какой-то поиск, не удался, пишет. Ну, соответственно, наверное, если что-то появится, он его найдет. Также можно обновлять через USB-шку. Версия, можно пойти посмотреть, вот какая версия стоит у меня. Проекционный зум. Что это такое? То есть, если у вас вот этот вот
минимальный недостаточно, вы его можете еще в процентном соотношении, допустим, сжать. Смотрите, как это работает, немножко странно. То есть, да, вы видите, я сжал, но картинка не сжалась. Но если я выйду, ну, я не знаю, куда-нибудь в HDMI вход или еще куда-то, то картинка там будет меньше. Я вам могу чуть попозже это показать. Дальше у нас идет часы, таймер сна. Все, по настройкам больше ничего нет. Естественно, это источник, откуда вы хотите. Дальше у нас идет Mircast. Это для подключения, допустим, вашего смартфона. В данном случае это подключение смартфона на базе Android. Идет подключение через смартфон. Видите, о чем я говорил? Экран сейчас стал гораздо меньше. То есть, чтобы мне его вернуть в нормальное состояние, я, естественно, захожу в меню, зайти вот сюда в параметры. И вот эти 67% убрать обратно. То есть меню у вас будет постоянно на 100%, а изображение будет на, ну, грубо говоря, на сколько вы поставите. Вот видео, которое у меня записано на смартфоне. PlayStation 4 к нему. Давайте посмотрим. Видите, я могу переключать. Ну, то есть это обычный, грубо говоря, режим. То, что у меня сейчас на смартфоне. Вот я могу выйти на рабочий стол, и вы можете увидеть мой смартфон. То есть абсолютно спокойно можно управлять, можно, я не знаю, зайти, допустим, в YouTube. Так, давайте зайдем. И включим какое-нибудь видео. Сделаем на полный экран и переворачиваем. Вот у меня идет видео полноценное с YouTube. Ну, качество, конечно, так себе хромает, он немножко отстает по времени, я могу сказать, но показать какие-то фотографии или еще что-то, мне кажется, вполне реально. Вот, полноценное, смотрите, перематываю. Ну, работает нормально, я не могу сказать, что прям какая-то проблема или еще что-то, мне кажется, что вполне себе. Качество, конечно, гораздо хуже, чем если бы я подключил компьютер или PlayStation, но как есть. Выходим. То же самое с AirPlay, но для айфонов. Служба поддержки. Видите, тут написано mail. Если что, мы решим вашу проблему в течение 2 рабочих дней. Все, здесь больше ничего нету. Все элементарно и все просто. Как вы понимаете, да, ни андроида, ничего на нем нету. Я, естественно, попробовал запустить какие-то на нем фильмы. Честно сказать, там из 20 фильмов, которые у меня были, пошел только один. Сейчас подключаю обычный жесткий через USB. Таким вот образом. И давайте посмотрим, что будет. После того, как вы вставили USB, заходим в СМИ, заходим в фильмы, заходим в USB, фильмы и выбираем, естественно, кино. На самом деле, видите, при нажатии на кино практически ни один файл, который у меня был, он тупо не работает. Я не знаю почему. Видите, нажимаю загрузку, неподдерживаемый файл. Что я только не писал. Какие-то проскакивают, какие-то нет. Вот какой-то без проблем включился. Вот таким вот образом выглядит фильм. Каких-то проблем не возникает при работе с фильмом. То есть, да, можно воспроизвести с того же места. Можно зайти в меню, посмотреть, перевернуть, задать точку А, точку Б, поворот. Менюшка достаточно удобная, но почему-то практически ничего не работает. Поэтому, наверное, они и пишут в рекламе, что он поддерживает TV-боксы, TV-стики, в общем, все возможные варианты, которые могут что-то показывать. Но смотрите такой вариант, да, если, допустим, вам это просто не нужно, либо вы его подключаете к ноутбуку, к домашнему компьютеру, к PlayStation, то, возможно, вам этот TV-бокс не нужен. Конечно, хотелось бы, чтобы он проигрывал видео нормально, но, как вы понимаете, видео он проигрывает вот таким вот образом, что мне не очень понравилось. В общем, за данную цену, лично мне кажется, что это достаточно приличный продукт. Я на нем поиграл с компа, я на нем поиграл с PlayStation. С PlayStation гораздо приятнее, если вы будете играть с компьютера. Конечно, есть небольшие задержки. На PlayStation, честно говоря, я не особо почувствовал разницу с тем же самым телевизором. В общем, все идет абсолютно нормально, плавно. И гонки, и драки, и что я только не тестировал. Лично мне понравилось. Я не знаю, вот вы мне обязательно напишите, что вы думаете об этом.
Сейчас я вам все продемонстрирую. Давайте сразу по задержке. Мне кажется, что вполне себе играбельно. Это было на метре от экрана. Давайте поставим подальше. Привет, друзья. Смотрите, это почти 100 дюймов. Если я включаю свет направленный, ну, вы прекрасно понимаете, как все это дело будет выглядеть. Вот если свет включен, но не направлен на экран. Так, специально, да, чтобы вы видели, вот я прислонился к экрану, размер. Но я думаю, сейчас где-то 80 дюймов плюс-минус, я просто дальше отодвинуть не могу никак. В общем, вот такого размера картинка. Сейчас я выключу. Так, лампу выключил. Теперь полумрак, то есть у меня сейчас работает монитор, камера. Конечно, тут явно не хватает, мне кажется, контраста, хотелось бы чуть-чуть поконтрастнее. Давайте сейчас попробуем вот на такой достаточно яркой картинке. Интересно, я могу сейчас попробовать настроить изображение. О, смотрите, динамическое, мне кажется, чуть получше, да? Ну и, естественно, у нас идет подключение к нашему ПК. Как вы видите, да? Картинка 4К, но это понятно, что она и будет. Так, сейчас сделаю потише. Ну, не знаю, мне кажется, что кино... Давайте сейчас включим какое-нибудь кино. Я не враг тебе! Вот вам и аватар. Это сильный враг! Вы готовы, кстати? Обязательно напишите к следующему аватару. Я, например, жду. Но выглядит, по-моему, вполне себе достойно. Вот темная сцена. Ну, относительно темная, я думаю, все ее помнят. Нет, смотреть кино, мне кажется, гораздо комфортнее, нежели использовать его как монитор, либо там играть еще что-то. Так, давайте посмотрим какой-нибудь. Но мне кажется, что он как-то немножко вот белые цвета, он все-таки как-то то ли ярко... Вот когда ты смотришь вот такое вот, ощущение прям очень приятное от проектора. Когда ты смотришь какие-то сцены вот с солнцем, мне кажется, как-то перебор белого, что ли. Ну, что мы хотим за такую цену? Я думаю, что лучше, наверное, и рассчитывать не стоило. Друзья, вот таким вот образом выглядит скам. Я не могу сказать, что прям задержку... Видите, вот засветы белые? Вот с ними ничего не могу сделать. Если ты смотришь куда-то, где нету солнца, вот видите, вот сюда, например, все идеально, картинка четкая. Если я, например, смотрю вот там, где солнце падает, прям засветы прям сумасшедшие. Слушайте, ну даже с его звуком играть в такие можно игрушки, ну в которых ничего особо не важно. Так. Мышка у меня почему-то вылезла. Напишите, что думаете. Играть не очень удобно, конечно, но у меня просто клавиатура слева, а экран справа. Тест для мониторов. Вот каким образом передаются цвета, так сказать. Ну, ничего особенного не ждите. Белый. Вот справа он немножко затемнен, но, возможно, он у меня просто немножко в бок повернут. Черный. Разноцветный пошел. Причем даже не размазывает ничего. Мне кажется, что очень и очень достойно. Понятно, что, да, видите, цвета. Мне кажется, все равно я вот белый убрал, но все равно он зашкаливает. Видите, не видно разницы никакой. Сетка. Так, конечно, двоится. И болтающаяся тетка наша любимая. Вот так вот будет выглядеть, если вы направите на стену. Сейчас попробую выключить свет.
И посмотрите, как это будет выглядеть без света. Вот так это выглядит на потолке, ну практически без света. Свет, конечно, у меня еще есть. Так, сейчас что-нибудь другое включу. Так вот выглядит мультяшка. Мне кажется, что вполне смотрибельно, даже с учетом того, что это на потолке, без экрана, без всего. Я пробовал ставить близко, то есть на минимальное расстояние, чтобы заснять более яркую картинку. Я ставил его на максимальное. Естественно, когда я играл долго, я его ставил на максимальную. Посмотрел там какой-то мультик, кусочек фильма, кусочек того, кусочек всего. Что могу сказать? Лично мне почему-то понравились больше темные сцены. То есть, если сцена яркая, то он забивает. То есть, белый цвет выбивает все. Если сцена темная, то он даже, похоже, что показывает реально классно. То есть, для того, чтобы дети посмотрели мультик, для того, чтобы взять его, я не знаю, на природу, действительно растянуть, я не знаю, на загородном доме вечером под шашлыки, поиграть в PlayStation или посмотреть футбол или еще что-то, мне кажется, идеальный вариант. Весит он мало, места занимает он мало. Единственный, наверное, минус, который вот реальный, это то, что у него нет крышки сюда. Да, вы его можете впихнуть в рюкзак, но аккуратнее с линзой, потому что она либо торчит, либо вам ее нужно вот так вот выкрутить сюда, чтобы она ушла, но все равно хочется какую-то крышку. Это, наверное, единственный вот такой визуальный минус. И еще, да, обязательно хотел сказать, вот здесь вот есть крепление под штатив, оно не очень глубокое, так что имейте в виду. Давайте посмотрим вообще, как он выглядит снаружи. Поехали. Вот так вот выглядит передняя сторона. Здесь идет достаточно здоровая линза. К сожалению, нет никаких затычек, как вы видите. То есть крышки никакой нет. Здесь написано V-Watch. Здесь идет инфракрасный порт. И также идет инфракрасный порт вот с этой стороны. То есть с какой бы стороны он у вас ни стоял. До дивана, после дивана, в общем. Так, тут у нас идет подключение электричества, вентиляция. Вентиляция идет вообще со всех сторон, да, видите? Везде. По входам, выходам тут тоже все понятно. Выход на наушники, АВ, то есть для того, чтобы подключить тюльпаны, которые я показывал. Можно даже microSD карту вставить. Имейте в виду HDMI, USB и VGA. То есть вот эти два входа, я думал, что они уже в принципе нигде не бывают, но нет, они здесь есть. И сверху у нас идет управление. Ну здесь все очень просто, влево-вправо. Окей, меню, S, назад и включение. S это, по-моему, source, то есть, чтобы выбрать то, к чему вы будете подключать. Здесь диодик стоит, когда он подключен, и кнопка включения. Так, тут у нас идет настройка резкости и наклон. То есть вперед, назад. Здесь у нас находится резьба для того, чтобы прикрутить его к штативу. Резьба достаточно неглубокая. Плюс здесь еще находится регулировка. То есть, чтобы его поднимать, опускать, в общем, выкручивается вот такая вот штука, да, видите? Выкручивается и закручивается, если вам нужно его приподнять, либо опустить. Так, как я понимаю, здесь вот сзади рядом с резьбой идет, видите, стекло. Я так понимаю, что это, видимо, отсек для чистки. Но это лично мое мнение. Я не знаю, зачем он нужен, но, по крайней мере, он есть. Что касается нагрева, он практически не греется. Максимальное, что он нагрелся, это до 40 градусов. Причем до 40 градусов именно из той дырки, из которой все это дело выдувается. Если смотреть сверху, то получается где-то 30. Что касается шума, шумит он абсолютно одинаково, что с самого начала, что, ну, в общем, тут нет такого, что вентилятор регулируется, и если он нагревается, он выдувает быстрее. Нет такого, он врубается, фигачит. В общем, шум идет. Так, слушаем.
Ну ладно, не так громко, как хотелось бы, но воспроизводит, по крайней мере, он воспроизводит звук. Плюс к нему без всяких проблем можно подключить все, что угодно по Bluetooth, в плане наушники, ваш бумбокс, который наверняка вы также возьмете с собой на природу, поэтому я думаю, что в этом плане проблем не будет никаких. Что могу сказать в завершении? Лично я бы себе, наверное, приобрел такого рода проектор для того, чтобы поехать куда-то отдохнуть, да, как я уже говорил, там на природу или еще куда-то, в детскую комнату, возможно, показать какой-то мультик детям, даже при желании, если у вас белые стены, то вполне смотрибельно, вполне. Просто поставили, подключили к нему ноутбук и смотрите, либо купите TV-стик этот, засунули, и у вас там полноценный Android со всеми делами. Что касаемо именно как домашнего кинотеатра дома на постоянке, наверное, он все-таки слабоват, причем смотреть его надо в основном при полном отключении света, да. Если вот при таком освещении, как у меня сейчас, будет видно, но видно совсем хреново, то есть он для этого не предназначен, и что-то от него такого просить, хотя они пишут, что яркость там 11 тысяч люмен, ну вы прекрасно понимаете, что это не те 11 тысяч люмен, которые бы хотелось, но в общем... Мне кажется, что он стоит своих денег. Мне, конечно, очень интересно, что скажете вы. Возможно, вы уже пробовали такие варианты. Также у них на сайте VWatch, я обязательно оставлю внизу, у них есть еще варианты проекторов, которые чуть-чуть дороже стоят, но уже с андроидом, допустим, с тем же. Поэтому каждый выбирает для себя сам. Возможно, просто кому-то за это платить нет смысла и вообще не нужно. Вы можете всегда что-то запустить, допустим, с того же телефона, на той же природе, да, подключили, запустили с телефона, нет проблем. С карты памяти, да, хотя он читает не все, но тоже что-то можно посмотреть. Поэтому, друзья, я думаю, что любой из вас найдет для него применение. И вы мне напишите внизу, что вы с ним все-таки сделали. Я поигрался на всем, постарался показать вам как можно больше всяких тестов на разных расстояниях. Померил вроде все, что можно, чтобы потом не было каких-то претензий. Друзья, не забываем подписываться на мой Телеграм, на мой Инстаграм, в общем, на все, что у меня есть. Если подпишетесь, буду вам заранее благодарен. И если оставите какой-то комментарий под видео, буду тоже вам очень сильно благодарен. С вами был я, Макс, и это проектор VWatch V10 Pro. Всем удачи, всем пока!